Всем привет! Мы продолжаем вязать нашу сумочку. Сегодня хочу вместе с вами связать рожки, ушки, мордочку и носик. Я думаю, что свяжем мы их в одном видео, а в следующем видео я вам покажу, как это все пришить и вообще целиком оформить вот эту мордочку. Давайте же приступать. Давайте начнем с носика. Для носика я взяла вот такую красную пряжу. Это слонимская пряжа, но по плотности она дает практически такую же толщину, как и пехорка. Так что она мне подойдет вполне себе. Вставляю вам схемку носика. Обратите внимание на 7 ряд. Есть там одна заковырка, но вы не волнуйтесь, носик мы вместе с вами свяжем от начала до конца. Начинаем мы с набора 6 петель плюс 1 петля подъема. Обратите внимание, я вам когда-то рассказывала про этот лайфхак. Вместо первой петли я обычно делаю кольцо амигуруми. Его очень удобно потом затянуть и спрятать хвостик нити, без всяких узелков. Первый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида вдоль петель. Провязали. Теперь в нашу последнюю петлю, вернее в наше колечко амигуруми, провязываем 3 столбика без накида. Затягиваем. Видите, как аккуратненько. Теперь вяжем по второй стороне цепочки 5 столбиков без накида. А хвостик ниточки можно спрятать между столбиками. Довязали. Хвостик я этот обрежу, чтобы он нам не мешал. Носик вяжется рядами с петлей подъема, так что я каждый ряд буду закрывать невидимым способом. Урок об этом есть на канале. На канале есть даже 2 урока, 2 способа, как закрыть ряд незаметно. Ссылочки будут сверху в подсказке. Переходите, смотрите. Все, ряд закрыт. Переходим к следующему ряду. Следующий ряд. Петля подъема, прибавка, 4 столбика без накида, 3 прибавки, 4 столбика без накида, прибавка. И обратите внимание, в конце ряда нам нужно еще провязать 1 столбик без накида вот сюда, в основании петли подъема, чтобы сформировать как бы вот здесь прибавочку. Провязали. Все, ряд готов, закрываем его. Следующий ряд. Петля подъема, столбик без накида, прибавка. 4 столбика без накида. Здесь нужно провязать комбинацию столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Провязываем. Готово. 4 столбика без накида. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида. И опять у нас в основании петли подъема нужно провязать еще 1 столбик без накида, чтобы сформировать здесь прибавку. Провязали. Все, ряд готов, закрываем его. Следующий ряд. Петля подъема, прибавка. 9 столбиков без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. Прибавка. 9 столбиков без накида. Прибавка. Столбик без накида.
Довязали. Закрываем ряд. Следующий ряд. Петля подъема, столбик без накида, прибавка, 9 столбиков без накида, прибавка, 4 столбика без накида, прибавка, 9 столбиков без накида, прибавка и 2 столбика без накида. Довязали, закрываем ряд. Следующий ряд нужно просто провязать столбиками без накида. То есть мы набираем петлю подъема и дальше до конца ряда вяжем столбики без накида. Провяжите ряд, но не закрывайте его. Мы его закроем вместе с вами. Вот я довязала ряд. Смотрите, я его еще не закрывала. Обратите еще раз внимание на схему. Видите, у нас в 7 ряду переход смещения на одну петлю. Это, конечно, можно сделать соединительными столбиками, но чтобы было красиво, я рекомендую вот это смещение сделать следующим образом. Вот я немножко удлинила нашу петельку, и теперь я ее вытащу вот сюда. Вот я ее вытащила, я ее подтягиваю. Не до предела, но так, достаточно плотненько. Вот я подтянула. Провязываю нашу петлю подъема на новом месте. Это смещение нужно для того, чтобы вот в этих 2 петлях провязать убавку. Как раз вот видите, на этих местах нам нужна убавка. Поэтому мы так смещаемся. Теперь вяжем 14 столбиков без накида. Провязали. Убавка. Далее вяжем 15 столбиков без накида. Провязали. Вот мы в конце ряда. И теперь вот здесь нужно провязать убавку. Так. Готово. Вот наша убавка. Все, закрываем этот ряд. Он закончен. Следующий ряд. Петля подъема. Убавка. 9 столбиков без накида. Убавка. 3 столбика без накида. Убавка. 9 столбиков без накида. Убавка. И последних 2 столбика без накида. Довязали, закрываем наш ряд. Вот наш носик готов. Оставьте достаточно длинный хвостик, чтобы этот носик можно было пришить. Теперь будем вязать мордочку. Опять же вставляю вам схемку. Тут уже никаких подводных камней нет. Думаю, вы справитесь. Как и в случае с носиком, все начинается с набора цепочки. В этот раз у нас 12 петель плюс 1 петля подъема. В итоге у вас должна получиться вот такая мордочка. Тоже оставьте хвостик ниточки, чтобы было чем пришивать. Двигаемся дальше. Теперь будем вязать ушки. Все начинается с кольца амигуруми, в которое мы провязываем 6 столбиков без накида. В следующем ряду нам нужно провязать прибавку 5 столбиков без накида. В следующем ряду 3 столбика без накида, прибавка 3 столбика без накида. Деталька наша заворачивается, поправьте ее, чтобы удобнее было вязать. Довязали. Можно этот хвостик обрезать.
Следующий ряд чередуем 3 столбика без накида, прибавка, 3 столбика без накида, прибавка. Провязали. Следующий ряд 4 столбика без накида, прибавка, 4 столбика без накида, прибавка. Эти прибавки по бокам формируют форму нашего ушка. Нам нужно провязать еще 7 таких рядов, то есть расширить наше ушко до 11 столбиков без накида, прибавка, 11 столбиков без накида, прибавка, до 26 петель. Провяжите, пожалуйста, сами. Здесь ничего сложного. В следующем ряду у нас будет 5 столбиков без накида, прибавка, 5 столбиков без накида, прибавка. Следующий ряд 6 столбиков, прибавка, 6 прибавка и так далее. Пока не дойдете до 11 столбиков без накида, прибавка. Тогда остановитесь. После того, как вы провяжете ряды, у вас получится вот такая форма. Теперь вам нужно провязать 5 рядов по 26 столбиков без накида в каждом. Провязываем. Вот я провязала. Теперь нужно начинать убавлять. Убавки нам нужно провязать вот по той же линии, где у нас были прибавочки. Вот где мы расширяли, здесь же нам и убавки нужны. Поэтому смотрите. Вот мы закончили наш ряд. Теперь вяжем 12 столбиков без накида. Мы провязали 12, потому что нам нужно на 1 сместиться. У нас уже очень сильно сюда вправо наклонились ряды, и нам надо скорректировать позицию маркера на 1 столбик. Поэтому мы провязали чуть-чуть больше столбиков без накида. Вот. И здесь теперь вяжем убавку. Потом вяжем 11 столбиков без накида. И снова провязываем убавку. И у нас получились убавки по бокам нашего ушка. Следующий ряд. Теперь вяжем 11 столбиков без накида. Провязали 11 столбиков без накида, чтобы добраться до вот этого нашего места, где у нас была убавка снизу. Провязываем убавку. 10 столбиков без накида. Добрались до нашей убавки. Убавка. Теперь из-за убавок мы слишком сильно смещаемся влево, поэтому в следующем ряду провяжите 9 столбиков без накида. И здесь сделайте убавку. Девять столбиков без накида. Убавка. Следующий ряд 9 столбиков без накида. Убавка. 8 столбиков без накида. Убавка. Все, наше ушко готово. При вязании убавок на маркер уже не обращайте внимания, вяжите просто так, как я вам говорила. Просто чтобы эти убавочки попали вот сюда на бочок, туда же, куда вот у нас попадали прибавки. Вот такое ушко. Теперь нам нужно связать вставочки в ушках. Они вяжутся из мохеровой пряжи,
потом хорошенько начесываются. Мохеровая пряжа берется в одну ниточку. Вязать можно крючком от 0,7 до единички. Тут уже подбирайте под себя, как вам удобнее. Я покажу на гладкой пряже, как вязать такое, на более толстой, чтобы вам было лучше видно. Вязать будем поворотными рядами. Начинаем с кольца амигуруми, в которое провязываем 3 столбика без накида. Затягиваем. Набираем петли подъема, поворачиваем вязание, провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Петля подъема, поворачиваем вязание, провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Петля подъема, поворачиваем, провязываем 4 столбика без накида, прибавка. Петля подъема, поворачиваем, провязываем 5 столбиков без накида, прибавка. Петля подъема, поворачиваем. Следующий ряд провязываем 7 столбиков без накида. Петля подъема, поворачиваем. Здесь вяжем 6 столбиков без накида, прибавка. У нас по краю сейчас уже 8 петель. Теперь нам нужно провязать 3 ряда по 8 столбиков без накида в каждом. Вот мы довязали. Такая у нас уже получается форма. Петля подъема. Поворачиваем вязание. Теперь пропускаем 1 столбик без накида и со следующего вяжем столбики без накида до конца ряда. 1 пропустили. 7 провязали. Петля подъема, поворачиваем, вяжем 7 столбиков без накида до конца ряда. Опять первый столбик пропускаем, со следующего начинаем вязать столбики без накида до конца ряда. То есть 6 штук. Вот пропустили и 6 столбиков без накида вяжем. Петля подъема, следующий ряд 6 столбиков без накида. Ничего не пропускаем. Петля подъема, следующий ряд. Опять 1 столбик пропускаем, 5 столбиков без накида до конца ряда вяжем. И так нам нужно повторять, пока мы не дойдем до единички, до самого острого уголка сверху. Вот что у нас получилось. Вот у меня предпоследний ряд был, пропустила 1 петлю, в следующую провязала столбик без накида, а последний ряд был 1 столбик без накида просто. И получилась в итоге вот такая вставочка в ушко. Вот такой она формы. Видите, сверху у нас прямой, а вот здесь мы уменьшали. Вот такие детальки, 2 штучки нужно связать из мохеровой пряжи. Теперь будем вязать рожки. Здесь у нас вот этот рог и вот этот рог. Это отдельные детальки, связанные отдельно. А потом, когда мы вяжем вот этот третий рог, он сначала присоединяет один, потом второй. И получается общая деталька. Все эти рожки вначале вяжутся по одной и той же схемке. Так что я вам покажу, как начинать вязать один. А остальные вы уже сделаете сами. И объединение всех 3 я тоже вам покажу. Вот у нас получается 9 петель. Теперь нам нужно провязать 4 ряда по 9 столбиков без накида. Вот мы провязали наших 4 ряда. Теперь нужно провязать еще 4 столбика без накида. Вот мы их провязали. Все, теперь ниточку можно обрывать, закреплять, и один из наших рожек готов. Вот такая у нас получается деталька. Это вот этот рожек, вот этот отросток.
Вот этот отросток немножко длиннее, вот такой. Здесь мы провязываем на один ряд из 9 столбиков без накида больше. И точно так же в конце делаем смещение на 4 столбика без накида. Нить обрываем, закрепляем, деталька готова. Вот он чуть-чуть длиннее, чем тот. Точно так же начинается вязание и вот этой части, но здесь уже не 5 рядов по 9 столбиков без накида, а 6. То есть он еще на один ряд длиннее. Никаких 4 столбиков дополнительных провязывать не нужно. Просто провяжите 6 столбиков кольцо амигуруми, потом 3 ряда сделаете по одной прибавке, и потом провяжете 6 рядов по 9 столбиков без накида. И мы начнем объединять все в одну детальку. Вот я провязала. Теперь будем объединять основную часть и первый наш отросток. Провязываем 5 столбиков без накида вдоль основной детали. Теперь берем тот отросток, который чуть-чуть длиннее. Находим место, где мы заканчивали наш ряд. Вот здесь мы закончили, в эту петельку я закрепила ниточку. Вот в эту петельку начинаем провязывание. Первый столбик. И далее провязываем еще 8 столбиков без накида вдоль края вот этого отростка. Провязали. Теперь опять возвращаемся на нашу основную детальку. И здесь провязываем 4 столбика без накида. 5 столбиков мы на ней уже провязали в самом начале. У нас осталось только 4. Вот их и провязываем. Вот у нас 2 отростка соединились в одну детальку. Следующий ряд провязываем 4 столбика без накида. Потом вот на этом месте нужно сделать убавку. Провязываем. Теперь вяжем 7 столбиков без накида. И вновь провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 3 столбика без накида. Вот что у нас уже получается. Следующий ряд просто вяжем столбиками без накида. У нас получается 16 штук. Провязали. В следующем ряду опять нужно сделать убавки вот на этих местах. Поэтому провязываем 4 столбика без накида. Затем убавка. Потом 6 столбиков без накида. Снова убавка. И 2 столбика без накида до конца ряда. Провязали. Следующий ряд опять просто вяжем столбиками без накида. 14 штук. Провязали. Теперь нужно опять провязать убавки, но только одну, только вот здесь. Так что вяжем 4 столбика без накида. Убавка. И до конца ряда столбики без накида. 8 штук. Вот я довязала. Теперь нам нужно присоединить наш третий отросток и присоединить его вот тут. Так что вот. Для начала провязываем 1 столбик без накида вдоль основной части. Провязали. Теперь берем наш отросток. Опять же находим то место, где мы заканчивали
и закрепляли ниточку. Сюда провязываем первый столбик без накида. И теперь вдоль края 8 столбиков без накида. Все, довязали. Опять возвращаемся на основную часть и вяжем столбики без накида вдоль края. Один столбик мы там уже провязали, значит нам здесь осталось провязать 12 столбиков без накида. Провязываем их. Теперь следующий ряд нам нужно провязать вот здесь убавку. Потом 7 столбиков без накида вдоль третьего рожка. И снова убавку. И теперь столбики без накида до конца ряда. 11 штук. Вот мы довязали. Теперь нужно провязать убавку вот на этом месте, вот здесь сбоку. Поэтому провязываем 4 столбика без накида. Теперь убавка. И далее столбики без накида до конца ряда. 14 штук. Следующий ряд нам опять нужно провязать убавки вот в этих местах. Провязываем убавка, 5 столбиков без накида, убавка и столбики без накида до конца ряда, 10 штук. Провязали. Следующий ряд убавку нужно провязать вот с этого края. Поэтому провязываем 11 столбиков без накида. Теперь убавка и 4 столбика без накида до конца ряда. В следующем ряду убавки снова вот на этих местах. Провязываем убавка, 4 столбика без накида, убавка, 8 столбиков без накида. И последний ряд нам нужно провязать убавку вот здесь. Вяжем 9 столбиков без накида. Убавка, 3 столбика без накида. Все, наш рожек готов. Мы будем вставлять в него проволочку, немного набивать наполнителем и потом уже пришивать к сумочке. Но это будет уже в следующем видео. А на сегодня это все. Все нужные детальки у нас связаны. В следующем видео мы будем уже полностью оформлять мордочку, наружную часть нашей сумочки. Все хорошо поработали. Всем пока-пока.